Всем привет! Это очередной выпуск из Вьетнама. Ну что, поехали! Я уже сижу в тапочках, уже подошел второй человек, идет прям такая конкретная чистка. Надеемся, что это будет недорого. Вот видите, тут кто-то подстригает ногти, тут же сразу же собственно говоря, люди едят. То есть, если отлетел ноготь в тарелку, это, я думаю, будет вполне нормально. И тут можно увидеть традиционные наши вкусности, колбасы, икра. Краковская колбаса, конечно же. Здравствуйте. Вот с нами даже по-русски говорят. Tôi đăng ký phát hành của app eBay và tấm lệ bành nhận thẻ cứng. Điều này rất tiện lợi vì tôi có thể thực hiện. Ну вот, во Вьетнаме мы сняли, это получается ТП банк. Сняли мы 2 миллиона. Сейчас мы собираемся впервые самостоятельно поехать в центр. И что меня удивляет во Вьетнаме, это то, что вот так вот выглядит типичная остановка. То есть просто стоит щит, где написано, какие ходят автобусы, и ни скамеек, никакого навеса, ничего нет. Смотрите, проезд в автобусе стоит всего 7000 донгов. Это на наши 25 рублей. То есть довольно бюджетно, хотя автобус может посоперничать даже с питерскими, очень хорошего. И, конечно же, нужно ехать в маске. К сожалению, это как в Бангкоке, когда заходишь в транспорте, говорят, обязательно надевай маску. Ну, что поделать, с собой мы уже на всякий случай ее взяли, потому что видели, что тут очень многие ходят в этих масках. Ну и вот коротко про движение во Вьетнаме. Можно смотреть просто бесконечно на то, как они ездят. Поток просто нескончаемый. Ну и очень много вот таких вот всяких забегаловок, прилавков. Вон, видите, кокосы можно купить, еще что-то. То есть частично напоминает Таиланд, только частично Лаос еще. Вон, мясо можно прямо на улице купить. Мы сейчас вышли с автобуса и просто идем по городу. У нас есть кое-какие точки, мы хотим вам показать какие-то знаковые места, очень красивые. Ну и по пути будем снимать все, что видим, чтобы у вас сложилось представление о Хошимине. Первое, что, конечно, сразу бросается в глаза, это то, что немного, конечно, тут грязновато, да, какие-то такие старые вещи, можно увидеть, лежат, и дома такие немного обшарпанные. И вот тут вообще такой дом интересный. Наверное, ему лет 100. Такое ощущение, его ни разу не ремонтировали и не проводили капитальный ремонт. Ну, это просто какая-то рандомная улица в Хошимине. Это улица Пастера, достаточно центральная в Хошимине. И здесь находятся как высотки, так и обычного в вьетнамском стиле здания. Хошимин – это типичный город Юго-Восточной Азии, где рядом находятся такие заброшенные домики. Ну, не заброшенные, но такие немного обветшие. И рядом находятся такие огромнейшие небоскребы. Тут, наверное, этажей 70-80 точно. Смотрите, позади меня такое очень-очень узкое здание. И таких в Хошимине и во Вьетнаме, в принципе, очень много. Причем очень удивительно. Стоит сначала высотка, потом вот такое здание, и потом более такое что-то вьетнамское, азиатское. И как бы все вперемешку. Можно услышать то, как на улицах Хошимина все время кто-то сигналит, кто-то кого-то подрезает. И мы уже, честно говоря, к этому немного привыкли. Поначалу, конечно, было немного сумбур какой-то, но сейчас уже начинаем привыкать, потому что мотоциклы едут абсолютно отовсюду. Во Вьетнаме правило, чем машина у тебя тяжелее, чем транспорт у тебя тяжелее, тем у тебя больше преимуществ. Еще можно заметить такие макашницы с багетом. Можно купить багет с начинками, называется бан ми. Ну и буквально мы поворачиваем камеру и можем увидеть, что тут уже такой торговый центр с такими брендами, как Hugo Boss, ну и так далее.
Мы зашли с этой улицы в такой вот храм, он индуистский. Тут, конечно же, надо снимать обувь, и сейчас буквально тут на полминуты забежим. Можно заметить, вот корова, это священное животное в Индии, и довольно так симпатично можно увидеть вот эти вот Ганеш, и посередине находится там божество, которому поклоняться. Храм безлюдный, тут никого нет, но можно увидеть вот такие вот статуи, необычно красивые. Красотища, конечно. Ну а мы идем дальше. Мы сейчас находимся в самом центральном районе Хошимина, и здесь позади меня огромные высотки, и здесь также есть самые крупные достопримечательности этого города. В принципе, буквально за 1-2 дня все достопримечательности можно пройти. Можно увидеть Сайгон-центр, на карте он значится как Starbucks Сайгон-центр. Выглядит очень внушительно. И прям рядом тут находится такая вот площадь, где по вечерам мы видели тут всякие песнопения, очень много людей собирается. Ну еще раз чуть-чуть покажу трафик. Трафик тут, конечно, это невероятное что-то. После Таиланда, где на Пхукете мы иногда попадали в пробки и думали, о боже мой, какие же пробки на Пхукете. Когда мы приехали во Вьетнам, то мы поняли, что на Пхукете абсолютно не было пробок и не было никакого движения. Можно заметить, что тут очень такие широкие большие тротуары, что не свойственно Таиланду, да, даже большим городам, таким как Бангкок. Ну и вот то, что Маша говорила, такие домики, которые по вертикали. Это свойственно таким европейским городам. Тут можно увидеть такие вот велосипеды, можно их арендовать по приложению, но мы уже это делать не будем, потому что движение просто, это не Таиланд. И у нас такая вот центральная площадь, на ней такой лотос с фонтанами. Нам вот именно туда идти. И как раз в кадр попадает сейчас автобус двухэтажный. Он как раз туристический. Можно его поймать. Может быть, он, кстати, ходит отсюда. И уже на нем прокатиться по всему городу. Не знаю, у нас получится это сделать или нет. Ну и можете таки видеть, что очень много людей, кто катается на велосипеде. Как я говорила, на одном небольшом достаточно пятачке находятся все самые главные достопримечательности. И с одной стороны это оперный театр, а с другой стороны это музей Хошимина. Мы сейчас туда зайдем поближе, посмотрим и вам покажем. Здесь можно увидеть, конечно же, наследие Советского Союза. Можно заметить, что паркуется вот именно так. Просто к зданию ставят плотно-плотно мотоцикл, чтобы как-то припарковать. Потому что как таковых парковок иногда просто нигде нету. И непонятно, тут парковать совсем нельзя, да, потому что вот даже машина стоит на аварийке, но именно байки никто не ставит. Ставят только вот так, вплотную к дому. Мы уже добрались до того места, где тот самый автобус, он каждые полчаса отсюда отходит. Ну и тут уже можно заметить, вот молодежь фотографируется. И тут рядом такие вот бутики, как Луи Виттон. Позади меня здание оперного театра. Посмотрите, какое оно красивое, в таком явно не вьетнамском и не азиатском стиле. И здесь, конечно, очень сильно видно влияние Франции. И рядом достаточно большие высокие здания. То есть, такое сочетание очень классное. И хочется это все рассматривать, прям останавливаться и вот буквально замирать, чтобы все это посмотреть. Именно в этом месте, рядом с оперным театром, такое ощущение, что ты находишься где-то абсолютно не в Азии. Здания совершенно нетипичные для Азии, и здесь очень много чего именно в таком классическом стиле и французском. Да, можно видеть, что идет смешение культур. Есть вот такой вот отельчик, смотрите, такие балкончики, как чисто, знаете, европейские. Сразу же наверху такое современное здание. Таиланд не был никогда колониальным, и поэтому Таиланду это не свойственно. А вот в Вьетнаме что-то вот прям новое такое, необычное. Да, и самое интересное, смотрите, рядом же находится вот макашница, где можно уже что-то купить на гриле, что-то очень даже вкусненькое. Тут не совсем понятно, да, вьетнамский язык мы еще не выучили, но тут какие-то яйца. Маша уже что-то заказала, сейчас нам будут готовить.
Я заказала одно из традиционных вьетнамских блюд. Это такая лепешка с различными добавками. Не знаю, какие конкретные добавки там будут, потому что очень тяжело изъясняться с вьетнамцами. Английского языка они абсолютно не знают, и все у них вывески только на вьетнамском. Ну вот, получается, можно что-нибудь купить в макашнице, сесть на такие вот импровизированные стульчики, скамеечки. Тут вот все так сидят и перекусить с таким невероятным видом. На самом деле я заказывала и думала, что это будет абсолютно другое блюдо, а это какое-то такое ощущение, что чуть недоваренная лапша, острая все равно, с орешками, с яйцом перепелиным, с огромным количеством различных специй. В принципе, даже вкусно. Сначала было не остро, а сейчас у меня уже все губы горят, поэтому я думаю, что все не смогу съесть. Хотя мы сказали, как всегда, что нам сделать no spicy. Смотрите, я сидел, хотел покушать, мне стали чистить обувь. Это очень необычно. Сказали, сейчас почищу, я говорю, нет, не надо. Говорят, да нет, я сейчас почищу, смотри, какая у тебя грязная подошва. И чистить зубной щеткой. Конечно, очень необычно. From Russia. Yeah. Это сейчас у меня заберут, скорее всего, обувь. Очень. Вот меня переодели. Ну, надеюсь, тапок мой не заберут. Сейчас будет идти чистка. Смотрите, у меня даже подошва немного там отклеилась. И он сейчас суперклеем это все подклеивает. Прям такой вот сервис. Видите, у мужчины целый саквояж с различными чистящими средствами, клеем и всем остальным. Ну и можно заметить, что я не один такой. Вон коллега его тоже кому-то чистит обувь, европейцу. Ну, что поделать. Но это необычно, поэтому так и быть. Я до сих пор не знаю, сколько это стоит. Будем надеяться, что недорого. На самом деле эти ребята, если ты присел, они от тебя не отстанут. То есть, если ты сидишь и тебе предлагают почистить обувь, пока ты сидишь, они будут прям чистить настойчиво тебе эту обувь. Только если ты уйдешь, они не будут ее чистить. Я уже сижу в тапочках, уже подошел второй человек. Идет прям такая конкретная чистка. Надеемся, что это будет недорого. А Маша все ест острую кухню во Вьетнаме. I no have more, sorry. Ну что, облапошили нас на 45 тысяч. Сзади нас вот еще идет попрошайка, просил деньги. Конечно, в Таиланде такого нет. Если подходят что-то попросить, очень-очень редко. И то это делают, ну так, стесняясь, да, то тут прям в наглую я сидел, ну вы видели. Прям подошел человек, взял у меня кроссовок и начал натирать. Я говорю, не надо, у меня как бы и так чисто. Не, смотри, у тебя грязная. Начал чистить, достал, начал стельки менять мне зачем-то. А потом говорит, давай 400 тысяч. Я говорю, какие 400? Я думал 40, мы ему даем 40 тысяч. Он говорит, нет, давай 400, мы тебе подклеили, мы тебе стельки поменяли, мы тебе вообще супер сервис сделали. Даже мне зашнуровали, говорят. Да, это 1200 рублей на наши, 20 долларов. Мы говорим, нет, у нас вот 45 тысяч донгов мы вам даем, и все, уходим. Стельки я вернул, свои обратно одел, они нормальные, дышащие. Они там дали такие дешевые, честно говоря. Где жара, я бы в них, наверное, не проходил бы долго. Ну и все, мы даем 45 тысяч, он такой недовольный, это типа мало, что мы дали, но мы уже ушли. Такие дела. Это все рядом с салоном Rolls-Royce, поэтому тут вот много таких попрошаек. Они думают, что мы приехали покупать Rolls-Royce. А во Вьетнаме нужно быть готовым к этому. Когда я ездила за симкой, мне хозяйка нашей квартиры, которая меня туда отвезла, очень просила настоятельно не держать телефон, ничего не снимать, потому что могут просто-напросто выхватить. Поэтому здесь, мне кажется, у некоторых вьетнамцев такое святое дело как-то облапошить туриста, обмануть его, там что-то украсть и так далее. Такая категория граждан тут есть, поэтому нужно быть осторожными и всегда наблюдать, смотреть, следить за сумками, за своими. И если попадаются какие-то непонятные личности, то просто на них нужно не реагировать. Отсюда можно увидеть такую вот длинную башню. Особенность ее в том, что у нее есть обзорная площадка. Вот она
слева видна. Hello. Hello. Все машут руками. Прикольно. Переходим. Перешли. О, там очень красивая площадь. Сейчас она загорается. И, возможно, там вечером что-то будет очень симпатичное. Отсюда можно увидеть статую Хо Чи Минha, которая очень сильно почитается во Вьетнаме. Если вы как-то скажете или что-то пошутите про Хо Чи Минha, вам даже может светить тюрьма. Это здание позади меня просто невероятной красоты является зданием Народного комитета. А в плане азиатской архитектуры он абсолютно не вписывается сюда. Но, опять же, мы здесь видим влияние Франции, потому что Вьетнам был французской колонией. Поэтому здесь достаточно много таких совершенно не вписывающихся в азиатский колорит сооружений. Хо Чи Минh – город, расположенный в южной части Вьетнама. С 1955 по 1975 года он назывался Сайгон. И очень много названий сейчас до сих пор сохранилось. Например, отель Сайгон, магазины Сайгон есть, река Сайгон. Население города около 8 миллионов человек. Хо Чи Минh делится на 19 районов и уездов, и только 4 из них имеют название, а остальные просто пронумерованы. Раньше Вьетнам был французской колонией. Вместе с Лаосом и Камбоджей входил в состав так называемого французского Индокитая. В 1954 году все 3 страны получили независимость, а Вьетнам был разделен на 2 государства – Республика Вьетнам на юге и чуть позже образовалась социалистическая республика Вьетнам во главе с Хо Чи Мином на севере. Но в 60-х годах между вьетнамскими государствами начался вооруженный конфликт, переросший в крупномасштабную войну, куда вмешались США, поддержавшие правительство Южного Вьетнама. Официально война закончилась в 1973 году, но конфликт продолжался до падения сайгонского режима в 1975 году. А официальное объединение Северного и Южного Вьетнама в единое государство произошло только в июле 1976 года. Ну и в подтверждение моих слов, вот еще магазин Chanel. То есть Chanel, Louis Vuitton, Rolls-Royce – это вот площадь, где рядом находятся самые дорогие бутики. Будьте готовы к тому, что вам тут почистят обувь задорого. Сегодня какая-то такая вот выставка и очень много людей. Очень симпатично так все. Видите, это сделано из цветов. Очень так постарались. Тут также есть такой вот мостик, можно пройти, а снизу вроде как такие вот реки из цветов получаются. Сегодня получается такой вот выходной день, все дороги отцепили и такой вот праздник. Сюда вот все приехали нарядные, как можно увидеть, в платьях, потому что настоящая фотосессия для всех. Собор Нотр-Дам-де-Сайгон, к сожалению, сейчас закрыт, и вы можете увидеть его только в строительных лесах, и вход внутрь туда тоже закрыт. Поэтому мы вам его сейчас не сможем показать, но он интересен тем, что абсолютно не вписывается в такой азиатский колорит. Это тоже остатки с того времени, когда Вьетнам был французской колонией. Если честно, по названию я думала, что это будет что-то такое супермасштабное, типа Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Но уже даже за строительными лесами видно, что там прям ничего такого супер особенного нету. Но, тем не менее, это сооружение считается одной из главных достопримечательностей города Хо Чи Минh. Мы чуть-чуть вот прошли, увидели тут такой вот невероятный фонтан на фоне большого дома. Google карты говорят, что это резиденция правительства, и там еще проходят какие-то выставки. Во Вьетнаме также есть велорикши, вот можно увидеть. Ну и вот можно увидеть, как байки на ночь пристегивают специальный такой трос металлический, чтобы ничего не украли. И, конечно же, стоят охранники рядом.
Это коротко о том, насколько небезопасно оставлять байк без присмотра. Ну вот, смотрите, все-таки во Вьетнаме есть массаж, стоимость его такая, массаж ног 170 тысяч, а все тело это получается 230 тысяч. Но это дороговато, это на наши где-то, наверное, ну почти 900 рублей. Вот, собственно говоря, вьетнамка, которая приглашает делать массаж, дала специальные расценочки, чтобы мы зашли. Маш, пойдешь на массаж? А только имейте в виду, что помимо массажа вам там могут предложить еще кое-что, поэтому кому нужно, обращайтесь. Ну вот мы и пришли на очередное место. Это у нас Бен Тан Маркет. Сейчас мы вам покажем, что это такое. Мы зашли в районе 6 часов. Пока что напоминает такое, что-то среднее между опрашкой и типичным тайским рынком. Можно увидеть вот эти вот конвертики, которые во Вьетнаме очень любят. Ну и вот, собственно говоря, так выглядит рынок. Можно увидеть овощи, фрукты по соседству с майками, с футболками, с кепками, со всем остальным. Ну и как на любом тайском рынке можно купить, видите, как Кучи, Балансиага и все остальное. Ну, само собой, это такая подделка, далеко не самая качественная. Но тем не менее. Про этот рынок мы знаем немного, но вот то, что мы успели узнать, что тут не всегда будут вещи по самой низкой цене, иногда будет завышено. Ну вот, видно, что довольно тесные такие ряды, чтобы пройти, нужно протискиваться, иногда даже локтями работают многие. Hello, some tea and coffee. Hello. Something else? Anything else? Tea and coffee. Ну вот, можно видеть, 85 тысяч донгов стоит кофе. Причем Руся. А, По-русски, да? Русский, да, по-русски. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с нами даже по-русски говорят. Очень хорошо. Такой 100% органик. Очень вкусно, нам вот дает понюхать, а запах просто нереальный. Ух ты! Snake wine. Snake wine? Snake vodka. А, This one rice wine, scorpion, snake, yeah, ginseng. Yeah, very, very good for men. Смотрите, это водка с такими скорпионами и змеями. Говорят, что очень хорошо для мужчин. Одна бутылка стоит, Bottle. А. Vietnamese dong. one bottle. Yeah. ну, где-то 1300 рублей получается на наши. Я бы чуть-чуть попробовал, но целую бутылку покупать. So, Ну и вот нам показывают, как делается вьетнамский кофе с помощью такой штучки. so this one coffee powder. Malai tea, coffee, malai tea. Такой. То есть засыпается молотый кофе, потом прижимается такой специальной штучкой, заливается медленно кипятком, и потом снизу это все капает. Так делается молотый вьетнамский кофе. And такой очень хорошо. Такой 100% лювак. А, лювак. Лювак кофе. А, ну да, вот какашки лювака. Да, Собственно говоря, да, нюхать мы их, конечно же, не будем. да. So такой. Лювак. Да. Ну и получается, вот можно купить такую пачку лювака, и еще в подарок пойдет специальное вот это заварное устройство. Это в районе 200 тысяч донгов, ну, в принципе, цена неплохая. Вот, нам дали визитку, он даже по-русски там неплохо говорил, говорит, для наших подписчиков приходите, обращайтесь, будет самое лучшее органическое кофе. На самом деле оно, видите, продается абсолютно везде, тут и кофе, и чай, и все, что вообще душе угодно. Так, идешь, все время кто-то толкается, пробегает. Такое ощущение, как будто я вернулся в 90-е, знаете, когда там по опрашке нужно было вот так вот ходить по плотным рядам и искать какие-нибудь штаны, футболки. Ну и вон, можно увидеть, что бренды тут есть абсолютно все. Вон, от Лагерфельда до чего угодно. Маша не ищет легких путей, идем по самым узким рядам. Мы ищем какие-нибудь такие водки со змеями, что-то такое необычное, потому что вещи, ну, на самом деле вещи, это не так интересно, наверное, смотреть. Вот можно купить такие традиционные шапки Вьетнама, ну и остальные плетеные такие сумки. И также вот этот котик, он у них очень популярен, практически везде его можно приобрести. Ну и коротко о ценниках, да, вот такие вот магнитики, в принципе, в них ничего приметного нету, да, ну вот. Но стоят они 180 тысяч донгов. Ну, это умножить на 3, где-то 500 рублей. Один вот такой вот
магнитик, это как-то бы дороговато немного. Этот рынок является, можно сказать, даже такой достопримечательностью. И самое удивительное, пока мы ходили по самому городу, пару раз нам попадались туристы, которые спрашивали, где находится этот рынок. Вот. Но на самом деле здесь достаточно много всякого китайского ширпотреба, и цены достаточно завышенные. Здесь нужно либо торговаться, и здесь очень важно еще в целом ориентироваться в ценах по Вьетнаму и торговаться. Ну и вот такой вид симпатичный, когда выходишь с рынка. Конечно, много магазинчиков, которые рядом по соседству с этим рынком присутствуют, которые тоже продают различные сувениры, макашницы, магазинчики и все остальное. О, даже можно там сим-карту купить 4G и 5G. То есть тут есть практически все, что угодно. Тут, конечно же, есть еда. Сейчас вот немного покажем. Коктейльчики различные, коконат. И не только. Ну и цены вполне себе такие демократичные. Смотрите, там за 20 тысяч есть. Из маракуйи за 35 тысяч. Есть кофе с молоком, правда холодный, 20 тысяч. Такие хорошие цены. Можно увидеть багет за 40 тысяч с мясом. Ну и различные другие блюда. Вот супчик за 60, за 50. Ну и тут, когда вы стоите, к вам всячески подходят, показывают, рассказывают различные... Как только включаю камеру, все сразу отбегают. Очень интересно. На самом деле, если проголодался, тут можно прям сразу сесть и покушать. Единственный минус, очень-очень вьетнамцы громкие. Прям настолько громко говорят иногда, аж в ушах звенит. Вот сейчас еще сюда пройдем, тут людей поменьше. И так, поуютнее чуть-чуть. Если это можно назвать уютом. Ух ты, смотрите, есть даже шашлычки такие. И есть даже супчик с креветками. Интересно, сколько он стоит. Ну и вот, супчик с креветками стоит 60 тысяч донгов. Ну и вообще, в среднем 60 тысяч донгов. Это такая средняя цена по этому рынку. Мы решили заказать что-то... Ничего нету у вьетнамки. Не хочет там ничего продавать. Ну и вот смотрите, вот так вот во Вьетнаме моется посуда, когда человек сидит на полу, и вот там вот дырка в полу такая, и все моется. Сейчас чуть-чуть сюда заглянем. Вот таким образом. Вот видите, тут тоже идет мытье на полу. Но, честно говоря, я уже вот полностью готов к Индии после Вьетнама. Поначалу было чуть-чуть морально тяжело, потому что после Тая такого чистого, ну, относительно, да, Вьетнама. Но вот сейчас я чувствую, что во Вьетнаме я уже привык немного такой антисанитарии. Вот видите, тут кто-то подстригает ногти, тут же сразу же вот, собственно говоря, люди едят. То есть, если отлетел ноготь в тарелку, это, я думаю, будет вполне нормально. Самое интересное во Вьетнаме бывает, что-нибудь заказываешь, а внизу вон какой большой таракан усами шевелит. Сразу же убежал продавец. Есть дуриан-смузи. О, дуриан-смузи. Будем заказывать? Нет. На Машу смотрит таракан. Короче, я не Шевелит хочу. усами. Неприятно. Ну да, вон, смотрите, там женщине ногти стригут, тут бегает таракан. На самом деле я абсолютно не брезгливый. Но что дело касается ног, да, когда я ем и рядом кто-то там ногти стрижет, вот это мне вообще максимально не нравится. Но все остальное, там тараканы, скалопендры, если рядом будут ползать, в принципе, ну, я в Таиланде прожил уже не 1 год, и по ощущениям это ничего страшного для меня нет. И еще мы столкнулись с тем, что когда нас спрашивают, откуда вы, мы говорим Russia. Нас смотрят, чего? Мы говорим потом Руссия. Ну вот на Бали мы, нас тоже не понимали Russia. Вот как говоришь Руссия, понимали. Тут тоже не понимают. И потом в интернете мы вычитали, что нам нужно говорить Лин Со. Это значит Советский Союз. И тогда вьетнамцы все сразу расплываются в улыбке, сразу же понимают, о чем мы говорим. Сразу говорят, о, типа там Путин, там Россия. Мы говорим, да. Поэтому вот вам на будущее, если вы захотите сказать и вас не будут понимать, имейте в виду, что нужно говорить линцо, и тогда вас абсолютно сразу же поймут. И, возможно, даже дадут скидку, потому что нам говорили, что Россия, типа наши друзья, и сразу же, ну, более располагающие к общению. Несмотря на то, что этот рынок указан во многих источниках как достопримечательность, здесь такой откровенный ширпотреб, и если вы хотите что-то купить более такое интересное, то есть тут недалеко укрытый рынок, название будет написано вот здесь, поэтому лучше сходить туда.
Пока шли обратно, увидели такую симпатичную кафешку. С улицы она выглядит прям очень красиво, тихо, атмосферно. Вот здесь вот наверху прямо надо мной видны вот такие вот как будто кувшинки, лотосы вот эти вот огромные. Решили сюда зайти, посмотреть меню, какие тут цены. И, к нашему удивлению, тут цены оказались примерно такие же, как на рынке, только там чуть-чуть подешевле. Единственное, ну, это кафе оказалось веганским, но мы уже решили все равно тут покушать и попробовать тут что-то интересное. Я заказала себе жареный рис в цветке лотоса. И Паша себе заказал тоже что-то интересное. Когда нам принесут, мы вам покажем. Тут играет такая релаксирующая музыка с пением птиц. Здесь занят буквально помимо нас еще один столик. Никто не бросает ничего там под стол, никакой мусор. И после этого рынка, который мы сейчас посещали, тут, конечно, невероятно какое-то уединение и релакс. Смотрите, какая красивая подача. Это лотос. И здесь внутри у меня жареный рис с различными овощами. Прям красота невероятная. Сейчас попробую, расскажу, как вкусно. Ну и Паша заказал себе свежую рисовую лапшу с жареными спринг-роллами. И здесь добавили, по ходу дела, тофу и какие-то орешки. На самом деле очень-очень вкусно. Получается вроде бы жареный рис, но он такой, знаете, не пережаренный. Там нету такого огромного количества вот этого вот масла, которое вот прям пахнет. Вот обычно они используют самое дешевое. Здесь чувствуется, что какое-то масло органическое. И прям здесь еще добавляются вот эти орешки лотоса и различные другие овощи. Как раз орешки лотоса — это белок, и за счет этого блюдо получается достаточно белковым. Здесь еще у меня грибочки, морковка, лучок. Ну и вроде бы все. Очень-очень вкусно. У меня очень вкусные вот эти вот спринг-роллы. И до сих пор не могу понять, что именно вот это вот. Но это просто нереально вкусно. По ощущению, как мясо. Но это не мясо. Еще принести такой супчик. Если хочется чуть-чуть какой-то остроты, ну, после Таиланда, конечно же, немножко хочется, то макаешь, и получается еще более вкусно. Ну, это хорошее дополнение к той еде, которую мы обычно едим. Ну и цены нас приятно удивили. Пашино блюдо стоит 59 тысяч донгов, а мое стоило 69 тысяч донгов. Это в районе 200 рублей. Смотрите, еще какой необычный магазин нашел вот по вывеске СССР и по вот такой вот шоколадке Аленка. Я увидел, что это вот русские подарки. Представляете? Так неожиданно. Ну и тут можно увидеть традиционные вот наши вкусности, колбасы, икра, краковская колбаса, конечно же. Конечно, это удивительно так. Вот масло, и видите, все на русском. Золотой стандарт, солнечное, подсолнечное, все, что хочешь. Неожиданно, конечно. Ну и матрешки различные такие. Ну и вот такие вот древние различные продукты. Это мы стояли, ждали автобус, и вот я увидел товары такие. Поэтому, если вам было интересно и полезно это видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!